Всем привет! Сегодня я буду смотреть третий эпизод о The Warning, My Day in the Making. Так что давайте вместе продолжим. Describe Each each other. other. Okay, let's do Pal first. Creative. Outspoken. She's a spark. She can also be a bit loud, It's the life of the party. energetic. A great drummer, great singer. She really drives what's happening. She goes completely on passion. Pal is such a fan of music. Drummer, singer, writer, composer. Alpha, right in your face. But she's so lovable. I'm gonna take everything as a compliment. You. How would I describe myself though? LA is so humble and so talented. She's technically incredible. She can hang with the best of them. Very bold. She's observant and very persistent. You are scary at times, but that is very useful. Yo, Allie with the eye rolls. She's the most reserved, but to be honest, she may be the most animated. You, Danny. You're very Слушайте, я абсолютно согласна с подмечаниями о наших девочках, то, что вот описали Пау, то, что она такая энергичная, она как альфа. Я тоже это заметила. Это сразу видно, если быть честной. Насчет насчет Али, она, конечно, знаете, я тоже подметила для себя то, что она такая, знаете, вроде бы кажется тихоней, но на самом деле это не совсем так. И да, действительно, ощущение присутствует, то, что она очень-очень наблюдательна и анализирует будто бы все в своей голове, и нельзя ее недооценивать. To be honest, she may be the most animated. you, Danny. You're very organized. Older sister, protector. The same as she asks of herself, which is a lot, she asks of the team. Disciplined, persistent. She's a sweetheart. She's honestly super nice. Like I don't know how she does it. She's the heart. Very, very passionate. She's a boss. Danny is a powerhouse front woman. I mean, she's up there with the top voices of female rockers. The beacon of Yeah. light in Yeah. the darkness. Oh my god. Thank you guys. See? So nice. And I'm scary. Jumping from covers to like writing our own music was I think it came very Кстати, что хотела бы сказать, то что да, Дэнни тоже очень интересная, и я не раз уже подмечала ее харизму. И вот мысль у меня в голове возникла, то что, знаете, не знаю, насколько я могу быть, права, насколько нет, но тем не менее, да, у этих трех сестер, у каждого свой характер, свой вайб, но тем не менее, мне кажется, то, что их все равно объединяет вот эта, знаете, черта характера или как бы это правильно назвать, вот это какая-то, неописуемая какая-то притягучая харизма, что ли. И я считаю то, что, в этом большую роль сыграли их родители. Потому что, как я считаю, как я вижу, такие, дети, люди, могут быть только у, любящих родителей, которые действительно любят своих детей, которые им, позволяют быть, свободными в творчестве и поддерживают, в их начинаниях, и действительно их любят и поддерживают. И, я думаю, возможно, поэтому и, конечно же, нельзя отметить также характера родителей, воспитания и так далее, но тем не менее вот это все в совокупности, мне кажется, приводит к такой, свободе чувств, выражений своих эмоций, в общем, выражение своих, физических движений. Все это также неотъемлемая заслуга воспитания их родителей, я считаю, потому что они, правда, очень удивительны и очень отличаются от других. Я не знаю, как это описать, но они какие-то совсем другие, знаете, такие живые, и в них присутствует действительно какая-то энергия, как будто бы нескончаемая. И они этой энергией всегда делятся со своими фанатами через экран, через,
настоящие концерты, на которые приходят их фанаты. Я думаю, все со мной согласятся, то, что как-то вот, я не знаю, но ощущается какая-то подпитка, какая-то энергия, как будто бы они снабжаются этой энергией. Я не знаю, где они ее берут, но она у них точно в избытке. Jumping from covers to like writing our own music was, I think it came very naturally. Pao has been writing songs since she was like, I don't know, maybe even 5. We What? С 5 лет, простите. Ничего себе! Ну, это мощно. Мне кажется, это абсолютно непростые дети могут писать с 5 лет какие-то песни, текста, потому что вспоминая себя в 5 лет или же вспомните себя в 5 лет, мне кажется, мы занимались совсем другими вещами. Мне кажется, мне не до песен в 5 лет было. will be like, I don't know, making lemonade. She was like, making lemonade. We started writing as like a little experiment, and our first EP was basically those little experiments. Our main focus for writing is rock and roll, but that doesn't mean that we don't listen or learn from any other genres. I listen to a lot of K-pop, and I also listen to a lot of Oh. Japanese rock since it's so different. I listen to a lot of classical music. I listen to a lot of alternative music. I listen to a lot of K-pop. I love rock and roll for its Воу-воу. Для меня это открытие, что эти прекрасные девушки еще слушают джей-поп и кей-поп. Слушайте, это весьма интересно. Хм. Я, конечно, не фанатка кей-поп. Точнее, была ею когда-то, очень-очень давно. Но удивительно то, что они все-таки фанатки кей-поп и слушают их. Это классно, похвально. Music. I listen to a lot of alternative music. I listen to a lot of K-pop. I love rock and roll for its energy, and I wouldn't change that for our band. But it's great also to learn from all the different types of music that there's all around the world. Good. I really liked it. The chorus is really good, and I think that one of the best things about this is that you put really quick melodies that go up and down very quickly, and in like Korean language, like that works so well because they have like so many like syllables. Creatively, it's all them. The way they work is they start writing and composing, and then they get together, then they rehearse, and they don't show us anything. As for what we speak about in our songs, well, most of the times they come from Pao's brain, and we're just like, that's genius, and we kind of tweak it out and make the song appropriate to that feeling that we're talking about. So I usually just sit on the piano and I just play something until something comes out. And then I show Danny and Ali the song. I try to pitch it as best as I can. So they're like, oh my god, that's a great song, let's work on it. Pao's the one who has like that muscle, that creativity to just like create little words out of nowhere. We start working on it. We start adding the drums, the guitars, the bass, and we're all very involved in that process. And it's really fun because I know I play the bass, but I don't do my bass parts alone. Like, Paul helps me and Danny helps me, and it's the same for the drums, the vocals, and the guitars. Since we are very, very opinionated, we like to be in each and every part of the process. So we're doing bass lines, we're all there. Each second is important. We're all very involved in every part of the process, which I think makes every song unique, and it sounds like us. Honestly, we get along so well, but the only moments where we have like fights is when we're writing, because we have such different opinions about what a song should be. It's up to votes. 2 people, you win. We work Вот это я понимаю, слушайте, какая у них битва жаркая там происходит, потому что одно, когда есть одна группа, которая состоит из знакомых или друзей, другое, когда это 3 сестры. Я думаю, там у них очень жесткая битва происходит касаемо их мнений. Там уже, наверное, пожестче, чем у друзей, которые очень давно знакомы. Так что интересно было бы посмотреть. It's when we're writing, because we have such different opinions about what a song should be. It's up to votes. 2 people, you win. We work really, really well because we have
this honesty to our communication. We do have like that clear line between like bandmates and sisters. You need to look at it as like what's best for the band and not like, oh my god, like you're turning your back on me, like I'm your sister. No, 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 like we're working. Seeing them in the studio interact as bandmates and as sisters was really cool. It's just such a deeper level of connection. They know exactly what they need to do to support each other in all situations. When someone's cutting a vocal, when someone's cutting a guitar, like if it's going well or if there's hesitation, there's just like that sister connection was so cool to see that level of support. They're sisters. I don't know how else to put it. It's like obvious that they're sisters. That they have each other's back. They finish each other's sentences, or they say the same thing at the same time. When you're in a band, it's like you can break up. If this band were to disband, like they're still gonna be sisters, and no matter how heated or how big of a deal any of this is to any of us, I don't think it's more important than their family to them. I'm so glad that we started writing our own music because there's like nothing that I love more. That's what we like doing the most, inspiring people with our own music. And I have found out that my like comfort zone is writing from the heart. It's literally if I'm feeling a very strong emotion, the song comes out. Вау. О. Technology. Ну, знаете, жалко, что эти эпизоды очень короткие, всего лишь по 5 минут, но тем не менее они очень хорошо помогают понять больше закулисье этой группы, этих девочек, больше о них узнать. И с каждым разом я в них все больше и больше влюбляюсь. Мне безумно, знаете, несмотря на на прекрасные песни, на прекрасную музыку, на прекрасные текста, что для меня я могу подметить то, что я не знаю, но я как-то завораживаюсь от их какой-то харизмы, энергетики. Это, наверное, самое первое, что можно сразу подметить для себя, как для человека, который, к примеру, в первый раз видит ам, эту группу и слышит ее, потому что вот когда я их в первый раз увидела, это, по-моему, была песня "Нарциссиста", и мне безумно понравилось. И мне очень тогда я уже подметила то, что у них какая-то неописуемая энергетика. Слушайте, как будто бы ты подпитываешься этой энергией, какой-то, не знаю, какой-то, шприц они тебе вкалывают, и ты уже все заражаешься энергией The Warning. Я не знаю, как это объяснить. И вот это ощущение, знаете, энергии, ам, она такая молодая, что ли, вот эта энергия очень. И мне это нравится. В общем, я считаю, что они вообще какие-то очень индивидуальные, неповторимые девушки, потому что я таких еще никогда не встречала, особенно с такой харизмой. Мне это очень нравится. Мне очень нравится то, что они разделяют четко между участницами группы и то, что они сестры. Потому что, да, действительно, это надо разделять и не смешивать, потому что все-таки в какой-то степени это не совсем хорошо. Но, несмотря на это, они всегда чувствуют вот этот баланс, где нужно больше, где нужно меньше, и то, что они всегда поддерживают друг друга, и ну, это прекрасно. И мне очень нравится то, что их родители тоже их очень любят и поддерживают в их творчестве. И для меня удивление то, что Паулина с 5 лет пишет текста. Я думаю, ну как это вообще удивительно. И знаете, возможно, где-то там, далеко, давно, их судьба уже давно была написана, чтобы они были очень талантливыми, чудесными девочками, которые покорят этот мир, и о них узнает вся вселенная. Вот. Напишите в комментариях, как вам этот эпизод. Может быть, у вас есть какое-то мнение, что бы вы хотели добавить. Мне будет очень интересно почитать и с вами поболтать. А я, конечно, благодарю вас за просмотр. Всем спасибо. Пока!